второе, в связи с этим вопросом мне хочется указать одну статью, которую написал. Трижды лауреат Пулитцеровской премии в либеральнейшей газете, демократической газете, самого демократического государства, Нью-Йорк Таймс, Том Фридман. Ирландец по фамилии. Да. Ну не китаец, но как минимум ирландец. Ирландец или норвежец, или сын турецкой подданного. Да. Том Фридман. Как говорили в Одессе. Да. Хорошая американская фамилия. Да. Так он написал, что Путин и Россия, они опаснее ИГИЛа. Смешно. Это не так смешно, это же Нью-Йорк Таймс пишет, это пишет трижды лауреат. Опаснее ИГИЛа. Вот. И в первую очередь надо разбираться с Россией, а не с ИГИЛом. Второе, он написал, и тут я обращаю внимание на его ирландское происхождение, что нынешнее руководство Украины разделяет с нами, то есть с ними, с американцами, одинаковые моральные ценности. Насколько я понимаю, он, как ирландец и как американец, полностью солидаризируется с тем, что сказал премьер-министр Украины, что украинская армия и немецкая армия во время Второй мировой войны вместе отражали советское нашествие. Да, тяжелая фраза. Вот. Это входит, вероятно, то есть если мы берем отношение к ИГИЛу, если мы берем отношение к этим, это, вероятно, входит в тот набор моральных ценностей, которые общие для американского правительства и для украинского. Только тогда вопрос, а против кого воевала американская армия во Второй мировой войне? Она воевала против этих моральных ценностей, которых провозглашает этот товарищ. Вот. Или она воевала, или российская, советская армия, Красная армия, которая воевала во Второй мировой войне, она и остановила уничтожение 6 миллионов ирландцев, которым принадлежит товарищ Фридман. То есть это знаменательно, потому что это, говорит, самая популярная, самая демократичная, самая принципиальная газета самой демократической страны мира. У меня с этой газетой была своя история. Я хочу рассказать два момента. Один это было до меня. В 1938 году эта газета признала человеком года кого? Гитлера. Гитлеру. Да. Правильно. Все помним. Да. У меня тогда не было, и тебя тоже. Но мы помним о чем. Но через 30 лет, когда мое письмо, копия моего заявления в Верховный Совет с требованием отказаться от советского гражданства в знак протеста против политики Советского Союза по отношению к Израилю и дискриминации по отношению к еврейскому народу, и для того, чтобы дать мне выехать, препятствия, чтобы устранить препятствия и разрешить мне выехать в Израиль, как еврею. И вот что делает редакция этой демократической газеты в рамках общих моральных ценностей? Они говорят, мы это письмо печатать не будем. Ох, вот это я не знал. Почему? Для меня новость. И они сказали причину. 67-й год. Какая причина? Обидятся палестинские товарищи? Это письмо слишком антисоветское, и это письмо слишком сионистское. То есть я вижу, что демократические, свободолюбивые традиции Нью-Йорк Таймс, как они были в 1938 году, как они были в 1967 году, так они и сегодня. Они продолжаются, они, вероятно, бессмертные. Только товарища Фридмана в 1967 году был другой товарищ Фридман, тоже ирландец. Тоже с какой-то ирландской фамилией, я его не помню, потому что Нью-Йорк Таймс всегда была в руках ирландцев. Ну да, всегда. И в 1938 году тоже она была в руках ирландцев. И тем не менее.
И вот эти ирландцы 1938 года, свободные американские граждане, они избрали Адольфа Алойзовича Человеком года. человеком года. Так что не надо удивляться, когда они сегодня пишут, что Путин опаснее ИГИЛа. И оставим ИГИЛ пока в покое, потому что нам не ясно, какие у них там моральные ценности. У них и у их союзников, или тех, кто с ними воюет. Может, они тоже общие с нами. А вот с Путиным все ясно. За мен най-важното в журналистиката, освен професионализма, е дълбоката мотивация. Ние не сме имали, проверявахме информацията. Безспорно, проверявахме информацията, но по отношение на начина на поднасяне на информация, по отношение на защитаваните тези, никой не ни е давал никакви насоки. Това беше в продължение, може би този дух го внесе и Румяна Озунова. Нямам точен отговор, но пак за мен, за да си свободен в журналистиката, трябва да имаш вътрешна мотивация и разбира се, в един период от време ние имахме едно гарантирано финансиране, което ни позволяваше това. Тази свобода, разбира. Което ни позволяваше тази свобода. Но аз ще те допълня по един неочакван начин. Така свободни ние в Мюнхен не бяхме по времето на комунизма. Да, ти си го казвал и друг път. Ние имахме определени ограничения, цензурни ограничения, но те бяха по-скоро щадящи режима и комунизма. Тоест да натискате педала. Да, понеже Свободна Европа е функция на американската външна политика. Да. Тая политика беше по своето съдържание опортунистична, малодушна. Тя търсеше компромис, съжителство с лъжата и злото на изтока. Аз в моите политически коментари можех да напиша за Свободна Европа диктатора Пиночет, но аз не можех да напиша диктатора Живков. Това беше за... Аз го правих, разбира се, с цената на предупреждение за уволнение. Well, I've been a journalist for about 25 years, and I was educated to lie, to betray, and not to tell the truth to the public. But seeing right now, within the last months, how far how the German and American media tries to bring war to the people in Europe, to bring war to Russia. This is a point of no return, and I'm going to stand up and say it is not right what I have done in the past, but this is not what I understand for democracy and for press freedom. I'm very sorry for that. Well, yes, I understand your question very well. Germany is still a kind of a colony of the United States. You see that in many points, like the majority of the Germans don't want to have nukes in our country, but we still have American nukes. So we are still a kind of a colony of the Americans. And being a colony, it is very easy to approach young journalists through what is very important here is transatlantic organizations. All journalists from really respected and recommended big German newspapers, magazines, radio stations, TV stations, they are all members or guests of those big transatlantic organizations. And there, in these transatlantic organizations, you are approached to be pro-American, and there is nobody coming to you and saying, well, we are the Central Intelligence Agency, would you like to work for us? No, this is not the case how it happens. What they do, these transatlantic organizations, is they invite you for seeing the United States. They pay for that, they pay all your expenses and everything. So you are bribed, you get more and more corrupt, because they make you good contacts. You won't know that those good contacts are, let's say, non-official covers, or officially people working for Central Intelligence Agency or other American agencies. So you make friends. You think they are friends, and you cooperate with them. They ask you, well, could you do me this favor? Could you do me that favor? And so your brain more and more is brainwashed through these guys. And your question was, is this only the case with German journalists? No, I think it is especially the case with British journalists, because they have a
much closer relationship. It is especially the case with Israelis, of course, with French journalists far apart, not that big as with German or with British journalists. It is the case for Australian journalists, for journalists from New Zealand, from Taiwan, from, well, there is many countries in the Arab world, like Jordan, for example, like Oman, the Sultanate of Oman. There is many countries where this happens, where you find people to claim they are respected journalists, but if you look behind them, you'll find they are puppets on a string of the Central Intelligence Agency. I'm sorry in interrupting you. I'll give you one example. Sometimes the intelligence agencies, they come to your office and want you to write an article. I give you an example not from strange other journalists, from me myself. I've just forgotten the year. I just remember that the German Foreign Intelligence, Bundesnachrichtendienst, it is just a sister organization of the Central Intelligence Agency. It was founded by the American Intelligence Agency. So one day, the BND, this German Foreign Intelligence Agency, came to my office at the Frankfurter Allgemeine in Frankfurt. And they wanted me to write an article about Libya and about Colonel Muammar Gaddafi. I had absolutely no secret informations regarding Colonel Muammar Gaddafi and Libya. But they gave me all these secret informations, and they just wanted me to write, to sign the article with my name. I did that, but it was an article that was published in the Frankfurter Allgemeine that originally came from the Bundesnachrichtendienst, from the German Foreign Intelligence Agency. So do you really think that this is journalism, intelligence agencies writing articles?